Все началось с того, что я решила сделать выпуск про кавказские пословицы. Потом я наткнулась на очень интересную книгу на английском языке. Эта книга хороша тем, что в ней приведены разные эпохи таких народов, как чеченский, азербайджанский, армянский, грузинский. И описывается фольклор и вообще какие влияния испытывали эти народы в разные периоды времени. А также эта книга интересна тем, что автор сам профессор турецкий, я эти все названия книги, имя автора, все это выложу. Но он, все, что он рассказывает, все, что он приводит в этой книге, он выложил также источники другие, откуда он это взял. Все вот эти мировые источники, научные, исторические, все их он приводит в своей книжке. Книга так и называется «Фольклор народов Кавказа». Это все, что связано с народной мудростью и культурой, сказки, мифы, легенды, пословицы, музыка, танцы, песни, обычаи, верования. Это то, что люди передавали из поколения в поколение, от дедов, от дедов. Вечная проблема с ударениями в русском языке. В общем, от дедов к внукам. Кавказ очень богат фольклором. На Кавказе народная культура очень разнообразная. Она впитала в себя влияние разных эпох и религий. Язычество, зороастризм, христианство, ислам, а также культуры Персии, арабского мира, Византии и Османской империи. Что отражает кавказский фольклор? Он тесно связан с историей, героями, традициями, верой и повседневной жизнью народов Кавказа. Фольклор может быть и христианским, и мусульманским, в зависимости от народа, региона, эпохи. Северный Кавказ – героические сказания. На Северном Кавказе, в Чечне, Дагестане, Осетии часто встречаются предания о сражениях с русскими, о героях, которые боролись за свободу своего народа. Здесь также есть мифические существа и образы, похожие на героев Древней Греции, Индии или Скандинавии. Общий герой – похититель огня. Во всех народах Кавказа есть похожие легенды о герое, который похищает огонь у богов, чтобы отдать его людям. Это Амирани, например, у грузин, Пхармат у вайнахов, чеченцев и ингушей. Это как кавказский Прометей. Огонь в этих мифах не просто пламя, а символ истины, мудрости, света, Божьего знания. Почему люди вообще создавали мифы? Они не думали, что их легенды будут храниться веками. Они просто передавали то, что чувствовали: страх, надежду, боль, гордость в виде сказок и образов. Эти мифы и песни были естественным выражением их души и жизни. И хотя прошло много веков, эти истории живы до сих пор, потому что они часть души и памяти кавказских народов. Sangalada gogona, Sangala gogona, Gogonia gogona, Gogona gogona. Es gogo kargat tamashos pechis tvara bezed geba, Amaram pechit kinos te davis davaral deba. Sangalada gogona, Sangala gogona, Sangalada gogona da, Sangala gogona. Gogani 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 gogo, Gogani gogani gogona, Gogani 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 gogo, Gogani gogani gogona, Sangala. У вайнахов была политеистическая религия и различные культы. Их вера была анимистической, антропоморфной и вдохновленной природой. В V веке до нашей эры в подземных петроглифах изображались солнечные знаки, фигурки антропоморфных животных и растения, использовавшиеся в ритуалах. У вайнахов, чеченцев и ингушей раньше было много духов и божеств, каждый из которых отвечал за что-то свое.
За солнце, за горы, за огонь, за воду, за судьбу и так далее. Например, один дух мог следить за справедливостью, другой за урожаем, третий охранять дом. А что значит вера была анимистической? Анимизм — это вера в то, что все в природе имеет душу. Деревья, камни, реки, горы, огонь, даже ветер живые. У вайнахов было принято уважать такие силы природы, как будто это разумные существа. Например, нельзя было просто так срубить дерево или плюнуть в реку. Считалось, что духи этих явлений могут обидеться. Что значит антропоморфное? Антропоморфизм — это когда силы природы или боги изображаются как люди или с человеческими качествами. Например, у них могли быть легенды, где солнце разговаривает как человек, или гора имеет волю и характер. Что значит вдохновленная природой? Это значит, что религия была тесно связана с природой. Люди чувствовали, что они часть мира — гор, лесов, животных, неба. Они поклонялись силам природы, проводили ритуалы с растениями, животными, природными символами. Например, изображения солнца, деревьев, животных использовались в обрядах, украшениях и святилищах. Что говорят находки? В V веке до нашей эры в пещерах были найдены древние рисунки. Солнечные знаки, символы солнца, фигурки животных с человеческими чертами, возможно, это и были духи покровителя, рисунки растений, те, что использовались в обрядах как священные. Это древняя земля чеченцев и ингушей. Земля войнахов. Они безмолвствуют, молчат камни, немые свидетели ушедших столетий. Но если внимательно вслушаться в тишину этих башен, может показаться, что в них по-прежнему звучат голоса детей и женщин, стариков и воинов, наполненные тревогой, печалью и надеждой на лучшую долю. Башни возводились в самых недоступных местах, подобно орлам, строящим свои гнезда у края скалы. Трудно было предкам чеченцев и ингушей противостоять напору многочисленных врагов, и они уходили в горы, поднимались на самые высокие, самые недоступные вершины. С земли дальше башни спасали предков от дождя, снега, от огня и стрел, мечей и кинжалов. В чеченской культуре с древних времен существовало много форм народного творчества. Это не только сказки и легенды, но и героические песни, ритуальные песни, театральные представления, заклинания, плачи по умершим, стихи. Одним из самых важных жанров был илли — героические песни, в которых рассказывалось о мужестве, подвигах и борьбе чеченцев за свободу. Эти песни пели у костров, на праздниках, перед боем или в знак памяти. Были также жухурги — веселые сценки и песни, которые исполнялись на свадьбах и народных гуляниях. Белхам и тижар — это особые формы причитаний и плача, которые исполняли женщины, когда провожали умерших, выражая горе и уважение. Таким образом, фольклор в Чечне был не просто развлекательной частью жизни, он помогал сохранить память, передавал мудрость, сплачивал народ в трудные времена и вдохновлял бороться за свободу. Песня Илли
Героическая песня о молодых воинах, которые защищали свою деревню, свой народ и свою землю. Эти песни вдохновляли, учили быть смелыми и помнить, что честь дороже жизни. В XVIII веке народные танцы были не просто развлечением, это были ритуалы силы и мужества. Люди собирались в большой круг, сидели, пели и вызывали молодых парней танцевать. Танцы были как вызов. Кто выше прыгнет, кто сильнее, кто ловчее. Парни иногда даже бросали друг друга на землю. Это было похоже на игру и испытание одновременно. Потом все снова объединялись, брались за руки и вводили круговой танец. Под эти танцы звучали волынки, флейты и гобой. Старинные инструменты, передающие ритм гор и дух предков.